Портативная колонка с мощностью в 120 Вт, технологией PatiCast версии 2.0, подсветкой с 7 режимами работы, водонепроницаемостью класса IPX4, временем автономной работы до 16 часов, возможностью подключения микрофона, регуляторами громкости и ревибрации микрофона, разъемом для флеш-накопителей, поддержкой фирменного приложения с предустановками звучания и настраиваемым эквалайзером. Как вы уже поняли, данные характеристики я прочел в рекламе, как и вы, колонки под названием Anker Soundcore Rave Party 2. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. К слову, на канале есть топ-10 портативных колонок, который до сих пор актуален, и одна из них до сих пор лучшая, уже 3 года. Только цвета поменялись, я думаю, вы знаете, о какой я говорю. Распаковка. Поставляется эта колонка в достаточно большой коробке из плотного картона. Упаковка в стиле Soundcore. Выглядит красочно и информативно. На упаковке есть краткие характеристики, название и изображение модели. Упаковка отличная, в комплекте мы имеем саму колонку, адаптер питания на 24 Вт, 2 сменные вилки, а также краткое руководство. AUX-кабеля в комплекте нет, что странно. Вес данной колонки аж 5,3 кг, габариты 390 на 180 на 180 мм. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще пытаюсь iPhone 15 разыграть. Условия в ролике по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок. Нас там больше 100 тысяч человек. Взаимопомощи нас там уже 16 тысяч человек. И мой личный телеграм-канал уже больше 10 тысяч человек. Везде разная информация и все полезно. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме на лайв-канале. Перейдем же к колонке. Полетели. Приобрести Anker Soundcore Rave Party 2 можно в единственной черной расцветке. Я обозревал различные колонки этого бренда. Отмечу, что из крупногабаритных колонок от Anker Soundcore данная модель по дизайну лично мне понравилась больше всего. Да, качество материалов практически такое же, как у Rave Neo, но выглядит она по мне намного интереснее. Напишите, согласны вы или нет. Корпус Rave Party 2 выполнен из прочного матового пластика и металлической сеточки с лицевой части. Плюс за то, что есть вставки в синем цвете, так как выглядит это отлично. Сборка данной модели хорошая, но если придираться, то сразу же ручка для переноски кажется хлипкой, но по факту за время моего использования она никак не пострадала. Хоть и колонка довольно увесистая. Жаль, что нет крепления для ремня, чтобы можно было переносить колонку не в руках. Далее на корпусе расположили несколько надписей Soundcore, 2 логотипа компании, краткую информацию, фазоинвертор и 8 антискользящих ножек для того, чтобы колонку можно было ставить как горизонтально, так и вертикально. Свою функцию ножки выполняют отлично. Колонка уверенно стоит на поверхности и не перемещается даже на 100% громкости. На ручке, к слову, есть синяя вставка с рельефной поверхностью для более надежного хвата, но, к сожалению, вставка не прорезиненная, а пластмассовая. Также на корпусе можно заметить круглую заглушку, за которой расположили ауксовский разъем USB-A порт на 5 вольт 2,1 ампера для подключения источника звука или зарядки к девайсов, разъем DC для зарядки на 12 вольт 2 ампера, специальный регулятор микрофона, гнездо для микрофона, что для кого-то окажется полезным дополнением, и 2 регулятора громкости микрофона и ревибрации. В целом все хорошо, было бы еще место под microSD, было бы куда удобнее, так как флеш-накопитель должен быть маленьким, чтобы заглушка могла закрываться. Далее, для управления в верхней части расположили прорезиненную панель с механическими кнопками и LED-индикатор состояния аккумулятора. Удобно, что кнопка питания обозначена углублением, а 3 основные кнопки, такие как play-пауза, регулировка громкости, слегка выступают из панели. Ко всему, кнопки имеют ненавязчивую подсветку. Из команд на борту также сброс до заводских настроек, переключение треков, включение технологии Bass Up для усиления низких частот, вход в режим сопряжения, включение-отключение подсветки и активация режима PatiCast версии 2.0 для соединения с дополнительными колонками или с одной колонкой для режима стереопары. На нажатие колонка откликается хорошо и быстро, переназначить команды нельзя, что стандартно для подобного типа устройств. Есть голосовые подсказки, которые сопровождаются системными звуками, их можно отключить в приложении, если необходимо. Далее режимов доступно 7 видов, отключить ее тоже можно, что хорошо. В приложении для каждого режима есть свои предустановки, выглядит подсветка хорошо и светит ярко. Для развлечения производитель добавил в приложение игру «Кто следующий?», необходимо загадать цвет и запустить, после чего колонка рандомно выберет один цвет. Также есть игры «Правда или действие», «Бутылочка» и Light DJ, что тоже по большей части бесполезная функция, но поиграться можно. Далее, встроенного микрофона нет, перейдем же к внутрянке. Оснащена Anker Soundcore Rave Party 2 двумя 4-дюймовыми низкочастотными динамиками и 2 высокочастотными динамиками. Общая выходная мощность 120 Вт, мультипоинта на борту нет, как и анимации при подключении. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством, что удобно. Далее, емкость аккумулятора 4900 мАч,
полный цикл зарядки занимает порядка 4 часов, от родного адаптера питания, что немало, разумеется. По заявлению производителя, колонка прослужит до 16 часов. В целом, время автономной работы в 13 часов, по моим тестам, с учетом выставленной громкости, совпадает с заявленным. Но, конечно же, все зависит от уровня громкости и включена ли цветомузыка. Во время подзарядки использовать ее можно, но я не советую. Автовыключение на борту и данную функцию можно настроить в приложении от 5 минут до 60 минут. Далее, водонепроницаемость стандарта IPX4, конечно же, я протестировал ее на водонепроницаемость с колонкой, ничего не произошло, звучание не ухудшилось и под заглушку вода не попала. Ура! Но намеренно колонки я все равно не советую топить. Приложение Soundcore доступно на русском языке, интерфейс удобный, приложение работает корректно и без подлагиваний. На стартовой странице с подключенной колонкой мы имеем заряд, но не в процентах, за что минус. Далее иконка play-пауза, ползунок регулировки громкости, кнопка включения-выключения, настройка подсветки, эквалайзеры и включение-выключение технологии Bass Up и PatiCast. Предустановок звучания на борту достаточно, ко всему есть кастомный эквалайзер, на который колонка откликается хорошо. Обновить прошивку можно, но мне обновления еще не прилетали. Bluetooth версии 5.3, что хорошо, из кодеков только SBC, к яблочным девайсам, компьютерам, ноутбукам и тому подобному колонка подключается без проблем. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, радиус действия отличный по сравнению с Rave Neo. Если вы слушаете музыку на даче, используя Bluetooth соединение, то проблем не должно быть. В пределах 50 метров точно. По моим тестам радиус больше, но 50 метров это стабильно. Задержка при просмотре видео на YouTube или просмотре фильмов приемлемая, но в играх по Bluetooth соединению не советую использовать данную колонку. Далее, звучание Anker Soundcore Rave Party 2. Колонка не для использования в домашних условиях однозначно, точнее ее можно использовать дома, но приобретать ее необходимо, если вам она нужна для дачи или вечеринок на открытой местности. В метре от колонки уровень шума составляет в среднем 99 дБ, звучание мощное, колонка звучит громко и чисто, запас громкости отличный, в домашних условиях выше 40% громкости лично я не ставил, звук сбалансированный, бас плотный и глубокий, высокие звучат приятно, середина имеет хорошую проработку. Конечно же, подобные колонки не про детализированное звучание, как, к примеру, в проводных аудиофильских наушниках, но Anker Soundcore хорошо постаралась над звуком. Технология Bass Up лично, по моему мнению, лишняя в данной модели, точнее я ее не использовал вообще, но думаю, что для большинства пользователей данная технология окажется плюсом. Пример звучания вы сейчас сможете услышать, но напоминаю, что звук, который вы слышите у себя на смартфоне, планшете, наушниках, на колонке или ноутбуке далек от настоящего звучания этой или любой другой колонки, так как на это влияет много факторов, начиная от рендера моего, рендера YouTube и заканчивая тем, что вы слушаете свою колонку, а не мою, ваш источник. Но, как говорится, большинству это не объяснишь, хотя физику никто не отменял. Минусы: нет мультипоинта, скромная защита от влаги, а также кому-то покажется минусом отсутствие подключения к Wi-Fi. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Разумеется, всем огромное спасибо, кто подписался на этот канал, еще и с колокольчиком. А если оставили еще и комментарии, двойное вам спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую: Anker Soundcore Rave Party 2 не из дешевых моделей, на нее, кстати, иногда бывают распродажи, как раз на одной из распродаж я ее купил. Данная колонка однозначно имеет отличное звучание, хороший функционал, качественную сборку и приятный дизайн. От меня девайсу да, однозначно. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.